Всем привет! Сегодня у нас на ремонте планшет от фирмы Supra. Как видите, этот планшет немного разозлился на своего хозяина и надулся. Тем самым разделился на 3 части. Прикольно, такого я еще не видел. Батарея выдавила заднюю крышку и выдавила тачскрин. Удивительно, что сам тачскрин не лопнул. Давайте разберем его и посмотрим, что там внутри. Для этого нам понадобится медиатор. Просто проходим по всему контуру и снимаем заднюю крышку. Смотрите, кнопки летают, терять их не стоит. Ну и так выглядит наш планшет. Батарея, одна половинка очень сильно вздулась, вторая немного поменьше. Но и обратите внимание, как планшет собран. Даже лучше, чем в топовых фирмах. Все тут на скотче четко держится. Но именно из-за такой сборки он всего лишь раскрылся, а так бы полностью раскорячивал. В первую очередь нам нужно снять батарею. Для этого пометим плюс и минус. Отклеиваем весь скотч. И отпаиваем провода. Кстати, на плате тоже написано, где плюс и минус, но пометки лишними не бывает. Батарею соединили, и если вам нужно купить такую же батарею, то ее можно найти вот по этому номеру 04 140 100P. Вводите в поисковик AliExpress и находите нужную вам батарею. Ссылку на батарею от планшетов я оставлю. А еще, если вы хотите эту батарею взорвать, то прямо сейчас ставьте лайки и пишите в комментариях об этом, чтобы я понял, что вам это будет интересно. И возможно, мы с вами попробуем ее взорвать. У меня, кстати, накопилось уже немного батареек. Хорошо, что у меня в запасе оказалась батарея от другого планшета. И сейчас мы поставим ее для проверки общего состояния планшета. Для этого припаяем к контактам на плате провода. И припаяем к коннектору батареи, чтобы разъем не портить. Также поступаем и с плюсовым проводом. После этого включаем наш планшет и печаль. Дисплей тоже не выдержал злой батареи. Насчет работы тачскрина пока не ясно. Проверим потом. А пока разберем. Ну, с разборкой тут все просто. Отклеиваем весь скотч. Один болт держит микрофон. Еще отключаем 2 шлейфа тачскрина и дисплея. Также держится на 2 болтах антенна. Болты можно сразу крутить, чтобы их не потерять. И основная плата держится еще на 3 болтах вверху. Ну вот и все. Далее отделим тачскрин от рамки и дисплея. Для этого воспользуемся феном с паяльной станцией и карточкой. Дома у себя вы можете воспользоваться обычным феном для волос. Греем и протягиваем карточкой. Здесь заходим не до конца, так как там стоит шлейф, который 100% разорвется, если вы будете резать дальше. Неспешно разрезаем. Если карточка плохо идет, прогреваем еще.
для того, чтобы сохранить целым тачскрин. Вот смотри, как стоит шлейф. Разрезать его проще простого. Ну а сам тачскрин видимых повреждений не имеет. И я надеюсь, он будет работать. Снимаем поломанный дисплей. Тут все просто. Он стоит на защелках. Рамку просто оттягиваем и снимаем его. И заказываем новый дисплей в Китае. Кстати, все запчасти на все свои ремонты я покупаю на AliExpress. И я думаю, вы делаете так же. И для того, чтобы хоть как-то еще возвращать себе денег, я пользуюсь кэшбэк-сервисом от Letishop. И поверьте, я уже много сэкономил. Покупай в китайских интернет-магазинах с экономией до 30%. Кэшбэк-сервис letyshops.ru. Более 2 миллионов пользователей уже экономят с нами. Присоединяйтесь. Ссылка в описании. А вот и уже пришел дисплей. Сразу вам скажу, дисплей китаец мне прислал бывший в использовании. Ну и вроде ничего страшного. На запчасти для этого планшета также оставлю ссылку в описании. Поставим в рамку дисплей и также тачскрин для их проверки. Включаем планшет. Дисплей уже показывает картинку. Это радует. Осталось проверить тачскрин. Первое касание. И отлично, планшет разблокировался. Тачскрин тоже работает. Но первый раз я такое вижу, чтобы мне такое прислали. На дисплее оказались битые пиксели. Вот, смотрите. Но это не очень страшно, а даже приятно, когда полная стоимость дисплея вернулась назад. AliExpress с удовольствием вернул все деньги. А дисплей остался у меня. Китаец продавал его как новый. Далее будем собирать планшет. Дисплей приклеиваем на заводской скотч. Далее для склеивания тачскрина нужно обезжирить две склеиваемые части на рамке и на самом тачскрине. Клеить будем с помощью клея B7000. Просто аккуратно наносим его, стараясь не выходить за края. Транспортировочную пленку пока не снимаем, чтобы было меньше пыли и клей на дисплей не попал. После нанесения спокойно снимаем пленку и приставляем тачскрин, равняем и немного прижимаем по краям. И после этого прижимаем прищепками, примерно на полчаса. Через полчаса можно пробовать собирать. Итак, вот время прошло, и теперь будем полностью собирать планшет. Почему через полчаса? Потому что клей уже схватился для сборки, а также еще мягкий, и у вас останется возможность отклеить его легко, без повреждений в случае необходимости. Полное высыхание клея около 24 часов. Собираем все в обратном порядке. Закручиваем 3 болта сверху платы. Также закручиваем антенну и держатель динамика. А все остальное крепим как по заводу. Приклеиваем все скотчем. Вставляем шлейфы. И тоже клеим их.
Скотч приклеен весь на свои места, благодаря тому, что я снимал видео. И спустя месяц я смог с легкостью приклеить все назад. И последний кусок на контакты батареи. Я считаю, получилось неплохо. А вы? Осталось поставить заднюю крышку, проверить все функции планшета, прижать прищепками назад. Ну и все. Понравилось видео? Ставь лайк. Тебе не трудно, а мне приятно. И не забывай смотреть другие видео на моем канале. А также кликайте на кружок в центре экрана и подписывайтесь на канал Art Bell Channel.